Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая изменит вас, мои дорогие тельцы. И самое главное, будем добрее и милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол, если то, что мы слышим или видим, но никак не вписывается в ваши планы. И это не означает, что мы не можем осуществить наши планы. Это лишь означает то, что нам нужно внести некоторую коррекцию в задуманное или адаптироваться к тем переменам, которые происходят вокруг нас. Итак, давайте узнаем, как же видят карты эти 10 дней. И у нас сегодня две колоды. Первая – это оракул Ленорман, а вторая – это колода ангелов, поддержки ангелов, ангелов-хранителей, мои дорогие. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы услышите, получите. Или сумеете просчитать что-то на пару шагов вперед. Что же тут нам переворачивается? Тучи. Ну, наверное, это все то, что я сказала еще до карт. Тучи это не есть то, что на постоянный период времени. Нет, туча появилась и исчезла, выглянуло солнце. И нам уже вот это солнце за тучей и показано. Поэтому это действительно мы можем чего-то не видеть. И правда, раз уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен, мы можем думать, что, ну, условно, облако затмило все мои планы, и я теперь не знаю, как мне действовать. С одной стороны, карта говорит, ты учитывай внешние события, без этого никуда. Есть то, что мы не можем изменить, но вот отношение к чему-либо или к кому-либо мы всегда можем изменить, и значит, мы сразу увидим для себя очень много таких нюансов, которые будут как важными, или мы увидим возможность как раз осуществить свой план. А иногда бывает, конечно, и так. Мы пытаемся заново, снова и снова повторить прежними, кстати, методами решение того или иного вопроса. А у нас это стопорится. И это тоже можно как подсказка высших сил, что «а тебе туда, телец, не надо». Тебе совершенно другое какое-то направление будет важно. И так и бывает часто, что двери открываются перед нами нужные, или человека какого-то мы встречаем, тоже опять же нужного. Его Величество случай тоже играет для вас сейчас, по крайней мере, до конца, можно сказать, апреля, хотя ретроградная Венера в вашем знаке зодиака до 13 апреля, но все же это не есть одна какая-то дата. Скорее всего, вот эти энергии, когда вы с чем-то определяетесь, будут действовать до конца апреля. Итак, события ближайшего будущего. Что будет меняться? Каков этот поворот реальности, поворот событий? События ближайших дней. И далее на Таро достанем одну карту. С чем поворот событий будет связан? Или какая сфера жизни потребует вашего внимания, с чем вам придется определяться? Или, может быть, это новости, которые придут извне, и вам нужно будет с этим взаимодействовать. Что изменит вашу жизнь или что изменит вас? От чего вы, возможно, откажетесь или вам придется как раз носить коррективы? Что вам буквально помогает или что вам, тельцы, нужно сейчас услышать и не пропустить? Дальше мы, конечно, узнаем по сфере наших достижений, денег, работы. У кого-то учеба, у кого-то оформление документов. Это то, что вы себе наметили. Личная жизнь и любовь. И мы достанем еще одну карту «Совет», который откроем в самом конце. Итак, события ближайшего будущего. Что же за события? Дерево. Вы знаете, у вас сейчас прочная позиция. И, конечно, кто-то может думать, что ну, не складывается все так, как вот я бы хотел. И, может быть, это вами ощущается как, ну, настолько сильная путаница или какой-то даже хаос, может быть, когда я никак не могу осуществить задуманное, или я не знаю, в каком направлении мне двигаться. А тем не менее, самое правильное направление – это то, что означает вашу уверенность. Поэтому развить свои намерения и планы, вот от этого никак нельзя отказаться. И вот этот аркан дерева, он такой двоякий немножко. С одной стороны, дерево – это то место нашего проживания, к примеру, и очень часто это символ нашего дома. Поэтому для кого-то из вас
место вашего нахождения может быть в эти 10 дней как основополагающая тема. И эта тема может также сопряжена быть с тем, что вам куда-то нужно поехать или вам нужно переехать. Ну, есть такое выражение, или в шутку пусть это будет такая фраза, говорят: измени себя или переместись, ты же не дерево, да? Но, может быть, и правда, мои дорогие тельцы, для кого-то не то место, где вы сейчас находитесь, а вы ищете место на будущее своего пребывания, место вашей безопасности, то место, где вы можете пустить как раз корни. Но, понятно, аллегорически я это говорю. Или достичь какой-то уверенности, стабильности в своей жизни. Поэтому это может быть, с одной стороны, как ваша сильная позиция, безусловно, но это еще и продуманность действий на последующий период. Там, где вы можете наиболее полно раскрыть свои таланты, там, где вы можете чувствовать себя в безопасности. Может быть, и так меня люди смотрят из разных стран. И это может быть сопряжено, кстати, поскольку у нас черви, и с личной жизнью, но еще и одновременно с вопросами финансов. Все то, что идет по Венере, ничего нового. Поэтому вы большие реалисты, мои дорогие тельцы. Но есть какая-то все же семерки. Соответствует эта карта, а 7, а с другой стороны 5. Обе эти цифры, они сами по себе, но они такие колеблющиеся, они нестабильные. И поэтому какую-то путаницу из вашей жизни вам все же придется устранять. Но это не значит, что мы от чего-то отказываемся, мои дорогие. Нет. Тут, скорее всего, мы сохраняем, понятно, себя сами и принимаем во внимание то, что происходит действительно вокруг нас. И, что немаловажно, на что откликаться, с чем соглашаться, что как раз принимать для себя как какую-то позицию, стоит ли это делать, насколько это может быть продолжено. И пятерка, не должно быть какой-то неопределенности. Вот, видимо, вот эта путаница сомнения, она должна быть шаг за шагом, по крайней мере, центральная тема в эти 10 дней, или те события, которые происходят вокруг вас, в конечном итоге вы должны привести к какому-то знаменателю. Это для вас будет очень важно. Вот эта стабильность и надежность. Давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Может быть, контакты. Для вас, мои дорогие мужчины, это может означать, что это вам придется брать ответственность на себя. Или участвовать в жизни, может быть, какого-то человека, может быть, важной женщины в жизни вашей семьи. Это вам придется отстроить фундамент своего благополучия. Но именно лидирующую роль играете вы сами. Мои дорогие девочки, женщины, девушки, это все же есть какой-то важный мужчина в вашей жизни. Ну, может быть, важно это как ваш отец или руководитель проекта, руководитель буквально на работе, значит, какие-то важные согласования вам следует провести или для себя прояснить какую-то обстановку, перспективу. Может быть, мягко, ненавязчиво, но вам с чем-то нужно разобраться. Может быть, это ваши отношения. Те отношения, которые длятся очень долго. И в целом может карта показывать для некоторых из вас, мои дорогие тельцы, конкретно личную историю. Вот это дерево. Может быть, те отношения, которые длились долгое время, но не привели ни к какому знаменателю. И здесь вам придется в эти 10 дней, по крайней мере, вы хотите это сделать, прояснить, куда же идут наши отношения. Могу я на этого человека надеяться? Могу ли я на него положиться? Или он меня подведет при первой какой-то изменившейся обстановке? Ну вот есть такой момент, когда вы переосмысляете свой социум. Или вопросы любви. Такое тоже могу допустить. Давайте откроем следующую карту. Ну, правда, все то, что я уже говорила. Развилка, да, нет, направо или налево, куда я пойду. Или, да, я скажу этим отношениям или нет. Или куда я буду переезжать. Выбор, мои дорогие. И этот выбор, он не сам по себе может касаться даже места вашего пребывания. Это скорее еще будет сопряжено и с деньгами. Ну, наверное, наша реальность, хотим мы того или нет, она или благополучие. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Поэтому денежная ситуация как требует тоже какого-то просчета, внимания или детализации, мои дорогие. Выбор делать придется. И я могу предположить, что в эти 10 дней
но какая-то обстановка у вас как раз может проясниться. Возможно, это вы сами найдете попросту нужную информацию. Или какой-то человек проявит себя более конкретно, и вы сможете сделать нужные выводы. Но опять же, от начала до конца все события для вас складывают общую картину того, что происходит в реальной жизни. И именно от этого вам нужно и оттолкнуться, и сделать выбор. Мы не можем пойти одновременно с этого пункта и направо, и налево. Поэтому выбор присутствует, и его придется делать. Давайте откроем следующую карту. Вы знаете, здесь может быть, когда сад, это много общения. Это поиск вашей информации, которая вам необходима. Вы можете по этой карте, кстати, рост вашей популярности. Это может быть как и вопросы работы, или вопросы вашего личного дела, творчества, хобби. Много внимания к вашим персоне. Такое тоже могу предположить. Но по аркану сад общения много. Но вот то, что мы получаем в виде новостей, или то, что мы, может быть, нашли буквально какую-то информацию или в интернет, или то, что мы услышали, то, что вы выяснили, может быть, кто-то, путешествуя по кабинетам чиновников, но вам это нужно сложить в одну структуру, структурировать какие-то знания, потому что по аркану сад это есть какой-то еще хаос, много общения. Для кого-то буквально много общения, может быть, с людьми на разных языках. Это в саду мы сталкиваемся, встречаемся с разными людьми. И мы не говорим, что это обязательно, эти люди останутся в нашей жизни навсегда. Они входят в нашу жизнь. Может быть, каждый имеет какую-то или несет свою миссию. Но только мы решаем, с кем эти отношения будут продолжены, а с кем мы понимаем, что да, это, ну, как случайный прохожий в нашей жизни, или тот партнер, или те контакты, которые, ну, мы были нужны для человека или важны на данный период времени, или прошедший период времени. И он, этот человек, был нужен зачем-то нам. Ну, некоторая фильтрация, как и информации, так и вашего окружения, общения, людей – основные темы в эти 10 дней. Почему? А потому что какая-то путаница у вас должна быть устранена. И это вопросы касаться могут как и денег вашей работы, продолжения ваших достижений, и одновременно увязаны они могут быть и еще и с личной жизнью. Вы с чем-то определяетесь. Каков же поворот событий? С чем это может быть связано? Какие-то перемены? А вот смотрите, что-то, телец, правда, вы определитесь. Более того, вы определитесь, знаете, в таком непростом вопросе, когда вы увидите реальность совершенно по-другому. Вы можете изменить свое мнение по поводу человека конкретного и поставить для себя как цель чего-то достигать совершенно иного, нежели, к примеру, о чем вы думали или, может быть, грезили месяц, два, три тому назад. Здесь вы можете что-то реально пересмотреть и выбрать только свой путь, по сути дела, выбрать самого себя. Двойка Земли. С одной стороны, это о чем? Баланс. Но эта колода, хоть и двойка, предполагается какое-то взаимодействие. Я могу, с одной стороны, предположить, что да, выбор партнера. А он может быть как изменение той реальности, которая присутствует в вашей жизни. Вы можете посмотреть другими глазами на своего партнера. И для кого-то это бизнес или взаимодействие по части денег, или это может быть и личная жизнь. Но, тем не менее, по этой карте мы выбираем себя, как вот эта девочка, которая, она выбрала свою цель. Нам художник изобразил это в виде бабочки, хотя эффект бабочки, да, если мы переложим на физический термин, который сейчас очень популярен, когда от взмаха крыльев где-то эта бабочка может изменять саму по себе структуру реальности. Вот вы чувствуете кожей действительно, как меняется обстановка вокруг вас. И вы хотите идти в ногу со временем. И вы, мои дорогие, вот мы спросили поворот событий. А поворот таков, что вы чувствуете, что вам сейчас очень аккуратно, с балансом. Ведь это держать буквально баланс. То есть, может быть, какой-то период вот из этих 10 дней вам нужно будет с кем-то договариваться. Вот это я могу предположить. И причем, возможно, это не так просто. Но ваша задача – себе не навредить, мои дорогие тельцы. Это очень важно. И тогда карта нам говорит,
Ты не относись к чему-то слишком фундаментально, потому что реальность будет меняться. Э, Вы, ваш знак зодиака, вы находитесь как в эпицентре этих перемен, и это не заканчивается. Да, Уран выйдет из вашего знака зодиака, из первого дома гороскопа, где за прошедшие 7 лет он внес очень много изменений, и для многих из вас это был очень сложный период. Но летом он перейдет в знак зодиака Близнецы, но это не значит, что он уйдет окончательно из вашего знака зодиака. Он переместится во второй дом гороскопа, и это сфера финансов. И очень соответствует эта карта как раз Земля, Пентакли, финансы. И вам придется договариваться с людьми. Вам придется, мои дорогие тельцы, быть гибким, чтобы себе не навредить. Возможно, рассматривать разные позиции по части заработков, денег или каким образом к вам приходят деньги. Поэтому быть гибче от начала до конца вам помогает, с одной стороны, не уставиться буквально или основополагающее что-то для себя установить и сказать, вот теперь будет так. А нет, тут вот это так, оно тоже будет меняться. Потому что будет меняться реальность, это продолжится перемены. Мы этого не можем отменить. Мы с вами живем в эпоху перемен. И поэтому вот эта гибкость и баланс вам будет держать, помогать держать как и равновесие, так и буквально нам карта говорит, твои приоритеты ты должен сохранять. И относись к этому, как вся наша жизнь, говорят, игра. И здесь буквально прописана игра, джоку. И если мы понимаем, что, ну, если даже и присутствует какая-то игра, и это не наша, а чужая, чья-то игра, или назовите это как те перемены, которые врываются в нашу жизнь и от нас не зависят, то, играя, нам больше получается осуществить для себя каких-то бонусов, как найти их, или обустроить наш быт, к примеру, даже, да, решая те или иные финансовые вопросы. Деньги – не что иное, как взаимодействие с миром. Может быть, заработать деньги, осуществить какой-то план. Но поверьте, планы вы свои, мои дорогие тельцы, еще будете корректировать не раз. Поэтому пройти вот по этой тоненькой жердочке, держа баланс, вот это равновесие в тех ситуациях, которые на первый взгляд не предопределены, и научиться отстраивать свою жизнь, может быть, в новых условиях, с новой реальностью. Поворот событий. До этих поворотов тут могут быть тысячи, мои дорогие. И вот ваше намерение, цель сохраняйте. Даже в том случае, если вы пока еще не знаете, какие последующие шаги вы будете делать. Вы поставьте, что я готов держать баланс. И если существует на самом деле какая-то внешняя игра, и я не могу на нее повлиять, значит, искусство мелких шагов и равновесие, которое я буду удерживать, мне поможет осуществить или добиться поставленной цели. Много философии, но эта философия, она отнюдь не, знаете, такая эфемерная, как виртуальная реальность. Нет, здесь все же мы отталкиваемся от тех событий, которые существуют в нашей жизни. И это не говорит о том, что наши планы неосуществимы, а то, что вам их придется корректировать, наверное, многократно. Давайте мы узнаем, что или от чего вы можете отказаться, или что вам придется принимать во внимание, что, может быть, вам придется корректировать. Ну, шикарная карта. Это карта, кстати, процветания. Люсу – это практически успех. И да, мы тут довольны сами собой, мы уверены в себе. Девятка Земли – это получение денег. Но от чего вы откажетесь? Понятно, денег мы не отказываемся. Все то, что я говорила. Многозадачность может выражаться в том, что разные методы, способы доходов, получения прибыли, получения денег. Может быть, по Урану, как известно, он дробит. И если в вашем доме втором гороскопа, который отвечает за финансы, здесь могут быть деньги из разных источников. Ваше благополучие, ваш успех, ваше процветание, карта говорит, будет строиться не с одного какого-то пункта, а когда это будет, ну, наверное, сразу несколько. Или карта нам говорит, не складывай
яйца в одну корзину. Или не возлагай надежды на один корабль, он обязательно утонет. Это китайская старая поговорка. Поэтому не возлагайте действительно, буквально, может быть, по части денег, не кладите деньги на один счет, а как-то распределите свои доходы, если, понятно, есть что распределять. Или постройте для себя ваши доходы таким образом, когда все же я вижу из нескольких источников. Да, может быть, для кого-то это, как, допустим, было одно творчество, а вы добавите новое направление. Или, мои дорогие, есть основной вид работы, а есть еще какой-то вторичный доход, вторичный заработок, или это пассивный доход. Но уделите внимание, потому что в центре ваших достижений, от чего вы откажетесь. Вы будете много раз пробовать что-то одно, второе, третье. По крайней мере, это таков ваш путь к успеху, изобилию, процветанию, к счастью, по сути дела. И вот эти тонкости вам приходится принимать во внимание. Но жизнь наша не бывает полностью предсказуема, но конечный итог вас радует. Поэтому от чего вы откажетесь? Наверное, в сторону благополучия вы будете очень рациональны. И это будет очень правильно и символично с учетом Урана в вашем знаке зодиака в первом доме гороскопа и в последующем с учетом перехода во второй дом гороскопа финансы. Давайте мы узнаем, что же вам нужно услышать и принять во внимание, что буквально конкретно вам помогает. И эта четверка мечей нам говорит: не торопись. Тебе будет помогать, когда ты будешь приводить мысли в порядок, когда ты куда-то не будешь спешить, когда ты будешь опять же гибок, когда ты будешь готов избавиться буквально от своих прежних взглядов, будешь легок, может быть, на подъем в какой-то момент, но в какой-то момент ты дашь себе тоже отдых. Ты, по сути дела, будешь просчитывать, в чем я готов участвовать. Или, может быть, в какой-то момент времени вы примете во внимание, что мне нужно остановиться, чтобы пронаблюдать, как себя поведет человек. Или ты будешь правильно оценивать, как разворачивается вокруг с вас события. Сама по себе медитация или какая-то многозадачность вот тоже по этой карте проходит. Но это не означает, что мы с места в карьер куда-то спешим. Вот нет, мы анализируем и только потом действуем. И это вам буквально помогает. По крайней мере, в эти 10 дней не торопитесь. И тут ведь правда, вот этот выбор, он должен быть более чем осознанным. Какими ресурсами вы обладаете, и может быть что-то есть смысл сохранять. А есть и то, что не служит вашему прогрессу. Вот давайте ваши достижения мы и увидим. Здесь может касаться действительно какого-то плана взаимодействия, как и с конкретным человеком, так и с конкретной информацией. Если мы говорим об информации, карта информационного хаоса, и нам показана девушка, вот она уже стоит, она, как бы держится за голову, потому что, как во фразе, боже мой, идет голова кругом, я не знаю, как это все совместить в какую-то стройную канву событий. И правда, здесь может быть, знаете, такая разрозненная информация, быстрые перемены, но тем не менее карта говорит: впитывай вот эту информацию, разбирайся сразу же, фильтруй ее одновременно, понимай, что ты можешь продолжить, а что нет. Потому что, несмотря на новостные события, что-то одно будет для тебя ключевое и важное. А остальное может быть и фейк, кстати. Поэтому мы себя бережем. Не соглашаемся на то, что интересно кому-то. А по пятерке жезлов такое вполне может быть. По этой карте может быть и какая-то конфликтность. И это вы можете столкнуться с людьми, которые вам пытаются что-то доказать. Помните, мои дорогие тельцы, вы в эти 10 дней можете столкнуться с такими событиями, которые одновременно происходят вокруг вас. И это может быть связано с решением людей, причем тех людей, которые вам где-то могут насаждать свое мнение, желание, и делать это достаточно настойчиво. И вам вот эта целостность или вот этот баланс, он совершенно необходим. Если вы видите, что контакты с каким-то человеком, может быть, он вам, совершенно даже не очень приятен, а тем не менее нужно продолжать, потому что, есть еще пока, может быть, на короткий период времени, вот на эти 10 дней, необходимость что-то продолжать. Но значит, вы делаете выводы для себя, на какой период времени или на какую глубину я готов пройти, допустим, определенную
часть, путь моего жизненного пути, а потом я, может быть, и расстанусь с этим человеком, или я завершу какое-то предприятие, но вот сейчас я не могу это завершить, и я ведь такое могу допустить по пятерке жезлов, но мы очень рациональны. Мы понимаем, что мы не должны замечтаться по этой карте, а то, что нам обещают, совсем не обязательно будет исполнено. И, кстати, по части людей, это тоже могут быть люди, которые утром обещают одно, а к вечеру о нас забыли. Ненадежные люди. Поэтому, мои дорогие, сохраняйте, держите себя сами. В том плане, как и буквально баланс, может быть, от вас эмоциональной какой-то устойчивости потребует этот период, и вам придется, где-то быть и гибче, и балансировать, хотя внутренне вы можете с чем-то быть категорически не согласны, но обстоятельства того требуют, и именно ваши достижения. Таков, видимо, непростой путь, все то, что я долго говорила, по девятке Земли или девятке Пентаклей. Это карта самодостаточного человека. Но да, вот такие вопросы, они не решаются быстро и однозначно. Давайте посмотрим. Любовь и личная жизнь. И тем не менее, вы знаете, вот интересный путь, когда у вас на кону ваше собственное счастье и действительно изобилие, процветание и одновременно личная жизнь и ситуация выбора. Но это очень добрая карта, конкретно 10-й старший аркан, колесо фортуны. И здесь прописано фортуна, прогрессо, то есть прогресс и перемены сами по себе. Мои дорогие тельцы, вот это у вас как поворот каких-то событий, новостей. Или, как я уже сказала, многозадачность, много людей, причем людей самых разных. Тут можно ожидать где-то, что, вот мы говорим про мужчину, да, это и вы можете изменить планы. Если мы говорим именно о мужчинах, если меня смотрят мужчины, тельцы, где-то вы будете вносить коррекцию, это неизбежно. Мои дорогие девочки, это и есть какой-то человек, который тоже может вот так вот балансировать, и вам где-то придется принимать, как, знаете, среднее арифметическое. И это будет короткий период. То есть здесь пока еще не время, вот этот самый выбор. Это не значит, что мы определились с чем-то и навсегда. Нет, это значит, что мы, допустим, пошли направо, и мы только делаем первые пробные шаги. И мы еще не знаем, что же там в конце пути нас ждет. Поэтому все карты говорят, будь гибче, не упусти какого-то очень удобного момента. Если мы говорим о фортуне, это значит, высшие силы вам помогают, мои дорогие тельцы, но и они от вас ждут вот этого баланса. Поэтому и вы в личной жизни будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые вы должны воспринимать хладнокровно, но по этой карте не упустите возможностей, потому что на кону для вас новое качество жизни, о чем подтверждает вот эта карта. Давайте откроем совет, мои дорогие. И вот тут действительно, если обратите внимание, далеко не в каждой карте присутствует значение ангела. И там, где нет крыльев, нет ангелочков, это те дела, вопросы, которые зависят целиком и полностью от вас. Но если колесо фортуны, можно сказать, что высшие силы пытаются вас сопровождать в том направлении, которое для вас наиболее предпочтительно. А для кого-то это вопросы личной жизни. Все-таки я такого не исключаю, мои дорогие, как и мужчины, так и девочки. Неважно, какого вы возраста, сколько вам лет, но не может телец и личную жизнь поставить на второй план. Ваша задача действительно сложить все воедино, чтобы вы были счастливы. Отстроить, иными словами, новое качество жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.